Всем привет, с вами снова Лёша. В сегодняшнем видео давайте рассмотрим двухканальный, а на самом деле нет, аудиоинтерфейс на шине Thunderbolt Focusrite Claret 2 Pre. Итак, поехали! Ну а теперь к тому, ради чего все смотрят такие видео. Анбоксинги, дорогие друзья. Да-да, они самые. Открываем коробочку. Вот. Сразу же к нам в глаза бросаются документики. Кстати, пока я не забыл, в комплекте с этой карточкой идут бесплатные VST-плагины. Это фирменные плагины Focusrite Red 2 и Red 3, а также бандл плагинов различных софтюбовских. Это все можно достать при покупке карты. Делаете на сайте у них свой личный кабинет, регаете карточку, и после этого вам доступно скачивание различных бесплатных плюшек от Focusrite. Вот, тут такой черный ящик. В черном ящике у нас лежит питание с различными переходниками и адаптерами. Если вы вдруг решите поехать в Great Britain, то у вас можете взять карточку с собой. И сама карта, пока я ее не буду вытаскивать, посмотрим на нее чуть позже. Ну, вот, как-то так. Забыл, кстати, сказать, что в комплекте нету Thunderbolt провода. Это довольно обидно, и учтите это, и лучше докупите отдельно проводочек, чтобы как бы не принести домой карту и не расстроиться, потому что провода нету. Обидно. Ну, вот так вот. А сейчас рассмотрим органы управления и разъемы на девайсе. Передняя панель. Два идентичных входных канала на комбо-входах. Здесь есть раздельное усиление и фантом. Индикация режима инструментального, а также режима Air. О нем чуть позже. Повторюсь, что это все для двух каналов. Кстати, замечу, что здесь нет переключений линейного входа и микрофонного входа, так как это самое переключение происходит автоматически. Здесь же у нас расположено раздельное усиление под Main-Out, а также под разъем Phones, выход под наушнички, а также вся нужная индикация. Кстати, сигнал, приходящий на входные каналы, отображается в виде такого ободка вокруг ручек усиления. Это стандартная фишка Focusrite, но из-за этого она не перестает быть красивой. Сзади на карточке расположились вход под питание, а также тумблер включения-выключения, разъем Thunderbolt, замок Kensington, оптический вход, вот это очень классная штука, о ней чуть позже, MIDI-интерфейс для подключения всяких контроллеров, синтов и прочих вкусностей, а также линейные выхода, выполненные на балансных джеках в количестве 4 штук. Ну и, конечно же, корпус. Ну, вы же знаете, как я люблю такие штуки. Выполнен он из железа в фирменном дизайне Focusrite с использованием красного цвета. Конечно, такой материал, особенно крышка, довольно быстро покрывается отпечаточками ваших пальцев, но, черт, оно того стоит. Также замечу наличие резиновых ножек, которые даже не ножки, а две огромные полоски на пузе карты. Это предотвратит любые скольжения по поверхностям и обеспечит надежную фиксацию карточки на рабочем месте. Работает все это дело на шине Thunderbolt, что дает на выходе минимальную задержку. Кстати, ее мы проверим в тестах. Как же дела обстоят с преобразователями? АЦП будет выдавать 24 бит на 192 кГц для двух входных каналов. Естественно, что есть возможность задавать и более низкие значения сэмплирования, вплоть до 44,1 кГц. ЦАП работает на абсолютно тех же цифрах. Если же брать динамические характеристики преобразователей, то это 118 дБ для цифрового аналогового преобразователя и 116 дБ для аналога цифрового преобразователя. Ну, теперь давайте немножко с вами передохнем, подключим гитарку к карте напрямую и, нагружая ее различными эффектами, послушаем реальную задержку, которую выдает карточка. Для начала работы следует задать все параметры карточки как дефолтные, то есть заходим в апку и устанавливаем выхода и входа. Также, поскольку сейчас мы все тестируем в Logic, уже в настройках Logic выставляем карточку
как дефолтное устройство для записи и воспроизведения звука. Вот она здесь есть, Thunderbolt. Ставим, и можно видеть, как у нас уже изменилась задержка. До этого она составляла 6,4 миллисекунды, теперь же у нас задержка 3,6 миллисекунд, когда мы начали использовать эту карточку. Ну, вот как-то так. Теперь давайте взглянем поподробнее на загадочную функцию Air, которая попадалась нам на глаза в начале этого ролика. Air есть не что иное, как изменение звучания преампов карты. Focusrite обещают истинное звучание предусилителей ISA. На деле это эмуляция того самого звучания путем понижения сопротивления входа, а также внесения небольших частотных изменений. Функцию Air можно активировать через программу, которая по совместительству является панелью управления вот такой карточки. Но если мы уже заговорили об этом, то давайте подробнее остановимся на драйверах. Работает карта со своими драйверами ASIO. Заходим на официальный сайт, качаем то, что подходит именно вам. В настройках DAW выставляем необходимый драйвер и вуаля, имеем такую контрольную панель. Можно смело утверждать, что 2Pre является микшером. Ну да, таким маленьким, компактненьким микшером. В программе как раз для этого предусмотрены всевозможные варианты роутинга. Тут можно настроить все, что вам нужно, для того же контрольного мониторинга. Далее о том, что многие обзорщики в своих видео упускают, а мы не могли пройти мимо этого. Оптический вход. Казалось бы, такая маленькая деталь, но из-за этой самой детали, по сути, вы покупаете не двухканальную, а 10-канальную карту на шине Thunderbolt. Все, что вам понадобится для выведения этих глубинных каналов наружу карты, это предусилитель на 8 каналов с, соответственно, оптическим выходом. В мануалах, кстати, был указан Focusrite Octopre MK2 Dynamic. Преамп на 8 входных каналов будет прекрасно работать в паре с нашей сегодняшней карточкой. Уже под конец ролика хотелось бы рассказать вам еще про одну маленькую фишку. Дело в том, что компания Focusrite позиционирует вот эти карточки как самостоятельные преампы. Характеристики предусилителей и низкие показатели шума позволяют пользоваться такой железкой в качестве преампа на тех же живых выступлениях. Подключаем микрофон, кидаем до пульта джек с выхода и вуаля, имеем а может даже и двухканальный преамп. Тут все зависит от ваших нужд. Ну а теперь давайте что-нибудь с вами запишем. Будем писать связку кахон плюс гитара. Кахон будем снимать микрофоном, а гитара будет заходить у нас в линию, но с помощью балансного соединения через XLR. Итак, поехали.
В итоге мы получаем 10-канальную, маленькую, шуструю, ну и малошумящую карточку. Если окинуть взглядом весь рынок Thunderbolt аудиоинтерфейсов, то Pre 2 является самым бюджетным решением на данный момент. Это если не считать карточек от Zoom серии TAC, но у TAC-то нет 8-канального оптического входа, да и по характеристикам карты все-таки отличаются. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч! Вот такой в камеру скажет: я играл на этой карте на гитаре, задержки вообще нет. Отвечаю. Честно отвечаю. Зуб даю. Нет, сейчас она не считается, спасибо. Новая видеозапись с экрана. Так, все готовы? Я пишу. Я скажу когда. Все, пишем.